Сегодня я проведу мастер-класс по вязанию вот такой вот шапки английской резинкой крючком. Вязать буду из пряжи картопу 200 метров на 100 граммов метраж этой пряжи. И крючок возьму номер 5. Сначала нам, конечно же, нужно определить размер нашей шапки. И для этого я сделаю всего лишь один замер. Вот показываю на манекене. Я измеряю вот этот вот размер от макушки, вот отсюда, до мочки уха. Вот, к примеру, да, у моего манекена этот размер равен 20 сантиметров. Вот отсюда, вот прямо от макушечки. Вот это единственный замер, который нам понадобится для того, чтобы рассчитать необходимое количество петель начальной цепочки. Вяжем шапочку узором английская резинка. Этот узор вяжется продольными рядами, то есть не так, как мы обычно вяжем шапки, да, вот так вот по кругу, а вот таким вот образом. То есть рядочки у нас будут идти вот так. И для начала нам необходимо связать пробник. Пробник вяжется обязательно, без него вы не сможете определить, какое количество петель вам нужно набрать для начальной цепочки. Я свяжу пробничек из 20 петель. Итак, набираю цепочку из 20 петелек, делаю одну воздушную петлю для подъема и со второй петельки от крючка начинаю вязать столбики без накида. Провязала 15 столбиков без накида и последние 5 петелек провязываю соединительным столбиком. Так, провязала последние 5 петелек. Здесь понятно, да, то есть у меня здесь сочетается два вида резинки, и, соответственно, пробник я вяжу также сразу двумя узорами. Так, далее вяжем второй ряд, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и первые 5 петелек провязываем полустолбиком, точнее соединительным столбиком за заднюю полупетлю, вот таким вот образом. Вязала 5 соединительных столбиков и далее переходим к основному узору. Вяжется он следующим образом. Смотрим, вот она следующая петелька наша. Крючок вводим под предыдущую петлю, то есть под ту петельку, которую мы только что провязали. Вот таким вот образом. И сразу же вводим крючок под следующую петельку. Вот так вот. То есть мы как бы захватили, да, вот этот вот столбик, который у нас находится между двумя вот этими звеньями косички. Далее захватываем ниточку и выводим петельку вот сюда. Провязываем столбик без накида. Далее следующая петля. Точно так же вводим крючок под уже провязанную петлю и сразу же под следующую петельку. Провязываем столбик без накида. То есть, смотрите, мы как бы обходим вот эту вот косичку крючком. И она у нас остается вот здесь вот снаружи.
Теперь, смотрите, подхожу к концу ряда. Вот у меня осталась последняя петелька, да. Я ее провязываю. Далее делаю одну воздушную петлю для подъема, разворачиваюсь и вяжу следующий ряд. Итак, подошли к концу ряда, провязываем последнюю петельку, последний столбик и делаем еще один завершающий столбик вот сюда, в воздушную петлю подъема. Дальше одна воздушная петля для подъема и вяжем следующий ряд. Провязали 15 столбиков основным узором. Далее последние 5 петелек провязываем полустолбиком, точнее соединительным столбиком за заднюю полупетлю. Так, здесь у нас последняя петелька. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваемся. Ну, таким образом вяжем пробничек, ну, хотя бы рядочков 10. Так, связали пробничек, и теперь можно делать расчет петель для начальной цепочки. Значит, смотрите, я уже показывала, как измерить голову. Я буду вязать шапку на себя, то есть на взрослого человека. У меня размер от макушки до мочки уха составляет 22 сантиметра. И плюс я еще добавляю 1 сантиметрик на свободную посадку, то есть чтобы шапка не обтягивала макушку, а сидела свободненько. И плюс еще прибавляю величину отворота. То есть вот смотрите, даже вам сейчас покажу. Значит, вот на готовой шапке покажу все размеры. Вот она моя высота 23 сантиметра, то есть 22 и плюс 1 сантиметр для свободной посадки. И отворот у меня еще 9 сантиметров. То есть 23 плюс 9 32 сантиметра. Ширина моего полотна должна быть 32 сантиметра, то есть вот этот вот размерчик. Далее, как я уже сказала, высота отворота у меня 9 сантиметров. И еще измерю вот эту вот величину, то есть вот эту макушечную часть. На нее у меня приходится 5 сантиметров от макушки до вот начала основного узора. Таким образом, я определила, что макушечная часть у меня будет 5 сантиметров, и основной узор 27 сантиметров, то есть 32 минус 5. Теперь мне нужно вот по этому пробнику рассчитать количество петель для начальной цепочки. Я измеряю, сколько у меня сантиметров в 15 петлях пробника. Вот, на 15 петель пробника приходится 8 сантиметров. Это что касается основного полотна английской резинкой. Далее вот эта вот мелкая резинка, значит, на 5 петель приходится 2,5 сантиметра. То есть я уже сходу могу определить, что на 5 сантиметров вот такой резинки мне нужно будет набирать 10 петель.
Далее, для основного полотна нам нужно применить следующую формулу. Значит, смотрим, у нас, как мы уже определились, основное полотно будет 27 сантиметров, то есть резинка, английская резинка. А на 8 сантиметров английской резинки у меня приходится 15 петель. Таким образом, мне нужно 27 сантиметров разделить на 8 и умножить на 15. То есть необходимую величину основного узора я делю в сантиметрах, я делю на величину пробника в сантиметрах, то есть 27 делю на 8. И далее то, что получилось, умножаю на количество петель в пробнике, то есть умножаю на 15. И получаю необходимое количество петель для основного узора шапки. И прибавляю к этому количеству еще 10 петель на вот эту вот макушечную часть. Таким образом, по моим расчетам получается, что для основного узора я должна набрать 50 петель и еще 10 петель для макушки. Итого 60 петель. Итак, я набрала 60 воздушных петель и уже провязала 50 столбиков без накида в первом ряду. Оставшиеся 10 столбиков вяжу соединительным столбиком. Так, провязала первый рядочек, делаю воздушную петлю подъема и провязываю первые 10 столбиков соединительными столбиками. Так, провязала. Соединительные столбики стараемся не затягивать, а вязать их посвободнее, иначе будет тяжело вводить крючок в петельки. Далее перехожу к основному узору. Так. Так, довязали ряд и не забываем последний столбик провязывать в воздушную петлю подъема. Далее воздушная петля, разворачиваемся и вяжем следующий рядочек. 50, также 50 столбиков без накида английской резинкой. Далее провязали первые 50 столбиков без накида английской резинкой, и вот здесь вот переходим на соединительный столбик и провязываем всего 5 соединительных столбиков. То есть этот ряд у нас будет укороченный, мы его до конца довязывать не будем. За заднюю полупетлю. Провязали 5 соединительных столбиков, делаем воздушную петлю подъема и разворачиваемся. Провязываем 5 соединительных столбиков и переходим к основному узору. То есть, смотрите, я здесь буду чередовать, значит, один ряд у меня будет длинный, и один ряд будет укороченный. Следующий ряд у меня опять будет длинный, после него будет укороченный. То есть буду вязать через один. Значит, ну не один ряд, а тут получается, что два ряда, то есть первые два ряда длинные, далее два ряда коротких, далее будут снова два ряда длинных. То есть одна полоска, да, вот эта вот у нас составляет два ряда. Так, еще раз показываю, как я провязываю последнюю петельку. Вот, видите, вот здесь такая вот, ну, такая вот перемычка. Я в нее ввожу крючок. И провязываю столбик.
Все. Вот. Но это касается только того края, который у нас идет английской резинкой. Здесь мы так не делаем. Здесь мы просто провязываем. Вот он последний наш столбик, вот, в который мы будем провязывать соединительный столбик. Итак, довязали до резинки. Это у меня получается 5-й рядочек. И здесь я провязываю 10 соединительных столбиков. Так, провязали 5 столбиков и ищем следующую петельку вот за этим рядочком. Все, вот таким вот образом получается наша макушечка. Таким образом вяжем полотно необходимого размера, да, чередуя вот эти вот длинные и укороченные ряды. Размер мы определяем каким образом. Вот, например, вот эта шапка у меня 23 сантиметра в ширину в сложенном виде. То есть полотно в развернутом виде у меня примерно 46-47 сантиметров. Вот, объем головы у меня 57 сантиметров. То есть шапка на 10 сантиметров меньше. Но учитывая то, что она еще, конечно же, растянется, когда вы ее наденете на голову. Вот, соответственно, это полотно я буду вязать где-то также 46 сантиметров, и потом просто сколю булавочками, да, прежде чем делать вот этот шов, я просто сколю булавками и примеряю. Очень важный момент, когда вы свяжете первые несколько полосок, ну хотя бы полоски 3-4, обязательно измерьте, какая у вас получается вот здесь ширина. Вот у меня, например, получается даже не 32, а почти 34 сантиметра, но это не страшно. Я думаю, что она еще немножечко так в процессе вязания немножко подсядет. Вот. И, ну, в крайнем случае у меня будет отворот немножечко повыше. Вот. Просто ну, это делается для того, чтобы понять, правильно ли вы сделали расчет петель. Иначе потом будет обидно, да, если придется перевязывать всю шапку. Итак, после того, как вы связали полотно необходимой ширины, шапочку можно примерить прямо вот в таком виде, то есть вот здесь сколоть ее булавочками и примерить на голову, а потом уже делать шов. Значит, смотрите, я связала полотно шириной так, ну, где-то 47, даже почти 48 сантиметров в итоге. И теперь мне осталось сделать только шов. Он у нас будет располагаться по центру головы, сзади. И шов у нас будет немножко нестандартный, потому что шапка будет с отворотом. То есть сначала мы сделаем шов по лицевой стороне, потому что у нас потом шапочка вот так отвернется, и вот здесь вот, да, нужно, чтобы шва было не видно. А потом перейдем на другую сторону и уже сошьем оставшуюся часть. Итак, для начала выбираем, какая сторона у нас будет лицевой. Так, у меня будет лицевой сторона. Значит, вот это. Сейчас показываю, как я ее определила. Вот, смотрите, видите, вот здесь первый ряд шапки, да? Вот это изнаночная сторона, где у нас вот рубчик близко к краю. Это изнанка. Вот это лицо. И здесь вот ряд, на котором мы закончили, у него тоже рубчик с изнанки, близко к краю. Итак, складываем шапку изнаночной стороной внутрь. Вот у меня ориентир на лицевой стороне, вот эти ниточки. Складываю изнанкой внутрь, и также вот за ориентир можно взять вот эту петельку, то есть вы должны сложить таким образом, чтобы ваша петелька располагалась вот здесь вот. Как раз удобно начинать вязание с этого места.
Так, и посмотрите, как я сейчас буду делать шов. Значит, ввожу крючок под первую петельку. Так, захватываю обе полупетли косички, а на противоположной стороне я захватываю не крайнюю вот эту вот косичку, а ввожу крючок под первый ряд, то есть вот в эти дырочки. Сейчас попозже немножко я объясню, почему я так делаю. Так, здесь у нас будет вот здесь вот первая дырочка. И провязываю соединительный столбик. Далее здесь захватываю 2 полупетли, а здесь ввожу крючок в следующую дырочку и провязываю соединительный столбик. Так, теперь смотрите, вот я соединила уже сантиметров, наверное, 10-12. Ну да, почти 12 сантиметров. И теперь я перейду на другую сторону, потому что, смотрите, здесь вот у меня как раз будет отворот. Вот так вот я сделаю отворотик, и шов будет практически не виден. Вот. А дальше, естественно, нам нужно сделать шов с изнаночной стороны. Так, ну здесь сколько вам нужно соединить, да, вот от края до конца отворота, это все зависит от высоты вашего отворота, то есть ориентируйтесь уже на свой размер. Теперь смотрите, почему я ввожу крючок именно под первый ряд вот здесь вот, а не вот в эту крайнюю косичку. Потому что когда мы сделаем отворот, если мы будем вводить крючок в крайнюю косичку, вот в эти петельки, то у нас вот этот промежуток между вот этими вот двумя рубчиками будет слишком широкий, и он будет смотреться не одинаково с остальными промежутками вот этими. Поэтому я вот делаю именно так, чтобы шов был максимально незаметным. Теперь смотрите, я выворачиваю шапку. Так, ниточку вот сюда. Так, смотрите, петелька у меня вот где расположена. А мне ее нужно просунуть на другую сторону. Вот прям смотрите, вот в эту же последнюю петельку, на которой я закончила, ввожу крючок и вот сюда ее просовываю. Все. И точно таким же образом продолжаю делать шов. Только здесь у меня уже будет, смотрите, значит, ну, поняли, да, что здесь уже я ввожу под первый ряд крючок, а вот здесь вот захватываю верхние 2 полупетельки. То есть мы как бы поменяли местами просто стороны. И когда вы приблизились к макушке, остается соединить последние 10 петелек, и здесь немножечко мы делаем по-другому. Значит, на одной половине, которая ближе к нам, мы вводим крючок под косичку, вот под эту.
То есть также под последний ряд, точнее под первый ряд, с которого мы начинали вязать шапку. Так, вот сюда вводим крючок. А на противоположной стороне захватываем одну заднюю полупетельку. Итак, соединили до конца. Посмотрите, что получилось у меня на лицевой стороне. Да, на лицевой стороне. Вот, видите, вот здесь вот на макушке вообще получилось незаметно. Вот. Так, а теперь смотрите, ниточку мы не обрезаем здесь, но вытягиваем ее подлиннее, для того, чтобы нам вот этой нитью сейчас собрать вот эти вот петельки на макушке. Ну, вот так вот оставлю где-то сантиметров 40-50 и обрежу. Беру иглу для пряжи, можно взять обычную толстую иглу швейную, и начинаю собирать петельки. Вот смотрите, мне нужны вот эти вот макушечки. Вот. Вот верхушки вот этих вот косичек. Так. Вот я их просто как бы насаживаю на иглу, и потом все это дело затяну. Так, вот смотрите, дошла до конца и захвачу еще, наверное, вот эту вот первую петельку еще разочек. Все, теперь затягиваю и закрепляю ниточку. Вот этот хвостик у меня тут как раз, кстати, торчит. Сейчас я вот так вот все это дело свяжу и хвостики спрячу. Все. Хвостики можно спрятать вот сюда вот в шовчик, чтобы было незаметно. Вот такая вот получилась шапочка. И теперь, прежде чем ее носить, необходимо сделать ВТО. Для этого можно просто ее намочить в теплой воде, где-то примерно 30 градусов, и высушить. И после этого она станет такой помягче, немножко подвытянется еще. Вот. И тогда уже можно будет носить. Значит, сушим изделие в горизонтальном положении. Я сушу обычно на сушилке, такой вот для белья горизонтальный.
под низ ставлю обогреватель, включаю обогреватель, и изделие быстро высыхает. Ну, в принципе, можно и без обогревателя обойтись. В принципе, шапочка такое изделие, которое сохнет не очень долго. Можно поставить, положить, к примеру, там на табуретку, да, где-то рядом с батареей.